Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я готовлю вкуснейшую карамель, идеальную, я бы сказала, карамель на молоке, именно без использования сливок. То есть очень бюджетный вариант, но с очень богатым вкусом эта карамель будет. И ее можно очень широко использовать как в начинке тортов, также для подтеков на торты, также чтобы полить любые домашние десерты. И готовится она у меня на инвертном сиропе, то есть она никогда не засахаривается. Итак, готовить я ее буду на инвертном сиропе. Здесь в кастрюле у меня 150 грамм инвертного сиропа. Подробное видео, как я готовлю инвертный сироп, смотрите на моем канале, ссылку я оставлю в описании. На умеренном огне я сейчас нагреваю 150 грамм инвертного сиропа и 250 грамм сахара. И аккуратно так все это постоянно помешивая, на умеренном огне в кастрюле с толстым дном жду полного растворения сахара. Сейчас, когда сахар растворился, я беру силиконовую лопатку и удаляю все кристаллики сахара именно с боков кастрюли. Молоко у меня нагрелось до состояния кипения, и я его выключила. Это очень важно сделать, чтобы потом вам просто не обжечься. Смесь карамельная у меня готова. Вот до такого янтарного цвета она должна у нас дойти. И я добавляю туда 110 грамм размягченного сливочного масла. И все это начинаю просто аккуратно перемешивать. Огонь у меня умеренный. Также в этот момент я туда добавляю 1/3 часть чайной ложки соли. Соль берите самую мелкую. Теперь мелкими очень порциями я ввожу туда все молоко, 150 грамм. Молоко у меня дошло до кипения, но я его не кипятила. Для чего мы это делаем? Просто чтобы как можно ближе приблизить температуру молока к температуре карамельной массы, чтобы просто нам не обжечься. В этот момент карамель очень сильно пенится, брызгается, поэтому будьте аккуратнее. Тонкой струйкой очень так аккуратно вводим все молоко. И теперь наша задача довести эту карамельную смесь до 108 градусов Цельсия. У кого нет термометра, вот смотрите, на очень медленном огне это все делаю. Здесь 105 градусов, вот так вот очень жидко она стекает с лопатки. Здесь вот 108 градусов достигла карамель, и видите, она уже держится на силиконовой лопатке, и карамельная масса готова. Я теперь ее уже снимаю с плиты и теперь переливаю в другую посуду, желательно термостойкую брать. И вот такая жидкая она, однородная, карамель, которая никогда не засахаривается, потому что готовим мы ее на инвертном именно сиропе. Это аналог глюкозного сиропа, просто приготовленный в домашних условиях. Карамель получается необыкновенно вкусная, очень бюджетная и абсолютно без сливок. И сейчас я ее просто оставлю остыть до комнатной температуры, просто накрыв ее крышкой. Она у меня простояла несколько часов при комнатной температуре. Вот так она у меня остыла. И я сейчас переливаю уже в емкости, где она у меня будет храниться. Она хранится до месяца в закрытой герметичной посуде, желательно стеклянной, в холодильнике. Она, конечно, в холодильнике у вас загустеет. Карамель, приготовленная именно по этому рецепту, прекрасно подходит для начинки тортов. В следующих видео я буду собирать с ней торт. Покажу, как с ней работать именно в начинке. И бюджетнее уже этой карамели я не знаю. Здесь не подгорает сахар, не кристаллизуется. И все получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.